Уважаемый президент Российской Федерации, в марте этого года сельхозтоваропроизводители Ратушанского района Воронежской области обратились к вам через газету «Экономика и жизнь» Черноземья по фактам рейдерских захватов, коррупции, воровству бюджетных средств. Я озвучу текст этого обращения. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 13 января 2011 года на очередном заседании Совета при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вы подчеркнули: когда люди месяцами пишут об одних и тех же правонарушениях, это как минимум повод для проверки. Однако разбирательства вокруг правонарушений в районах Воронежской области, которые вынудили нас неоднократно обращаться в правоохранительные органы, суды и органы власти, продолжаются уже не месяцы, а годы. В соответствии с национальной стратегией государства за совершенные преступления должна следовать неотвратимость наказания. Однако в данном случае по совершенным преступлениям компетентные структуры не принимают меры, а откровенно идет крышевание. Мы убеждены, что Россошь, Тущевка, Энгель и Гусхрустальный звенья одной и той же цепи беспредела. Просим вас организовать объективное расследование преступных деяний, чтобы положить конец беспределу преступников-аферистов и прикрывающих их делишки в оборотней погонах. Мы уверены в том, что в случае проведения такого расследования список людей, пострадавших от произвола государственных чиновников, будет таким же длинным, как очередь к мавзолею Ленина в советское время. Подписали это обращение руководители предприятий: Барковский, маслозавод Марьевский, Бабешко, агрофирма Дерезоватая, Шевцов, Исток-Агро, Кануник, Росагрозащита. Оригинальным деловым изданием проведено журналистское расследование этого обращения, итоги которого были опубликованы в газете. Статья «Вседозволенность и бесконтрольность порождают беспредел и производство черных оборотней». Грустная история. В апреле 2006 года Росагрозащита и ООО Александровское Ратушанское районы заключили договор простого товарищества по совместной деятельности по выращиванию сахарной свеклы с долями вклада 2,96 и 1,9 миллиона рублей. Соответственно, условия договора в полном объеме были выполнены сторонами. На полях товарищества площадью 299 гектаров выращивалась и обрабатывалась сахарная свекла. Причем технологический цикл роста осуществлялся под наблюдением лучшего в России Института сахарной свеклы имени Мазлумова, которых помогло привлечь Росагрозащита. Стоимость будущего урожая составляла более 10 миллионов рублей. С целью изъятия урожая главой Росошанского муниципального района Гриневым, его заместителем Горбенко, привлекается фирма «Однодневка» ООО «Агропрод» Пеличенко, который продается незавершенное производство свеклы и далее перепродается ООО «Агролидер» Гробовой. Фирма «Гриф», все тот же Беличенко, урожай оценивается в 2 миллиона рублей. 5 сентября 2006 года Росагрозащита письменно уведомляет директора ООО «Агролидер» Гробовому о намерении приступить к уборке сахарной свеклы на принадлежащие ей в рамках простого товарищества полях, предварительно заключив с Салковатским РОВД договор об охране урожая. 18 сентября 2006 года Росагрозащита приступает к уборке. Первая же машина, груженная сахарной свеклой, с ведома руководителя Росошанского МОБ РОВД Коза, задерживается, изымается и передается ООО «Агролидер». Руководство ГРОВ выделяет наряд милиции для сопровождения автомашины, груженной сахарной свеклой, на Алексеевский сахарный завод Белгородской области. Заметим, что этот беспредел происходит 19 сентября 2006 года в кабинете начальника МОБ ГРОВД Коза с участием заместителя главы Росошанского муниципального района Горбенко. Возникает вопрос, почему правоохранительные органы взяли на себя функции арбитра? Далее уборка сахарной свеклы парализуется и весь урожай убирает ООО «Агролидер» Гробовой. 12 октября 2006 года глава Росошанского муниципального района Гринев на мое обращение в связи с рейдерским захватом официально сообщает о том, что Росагрозащита сможет убрать оставшуюся сахарную свеклу на полях только тогда, когда выплатит 2 миллиона рублей ООО «Агролидер». Комментарии излишни. За восстановление попранных прав я обратился в Росошанскую межрайпрокуратуру. Как следует из многочисленных ответов заместителя прокурора Воропаева, сахарная свекла была передана ООО «Агролидер» с моего согласия. Обосновывая это согласие, заместитель прокурора ссылается на показания очевидцев: Горбенко, заместитель главы района, Коза, начальник МОБ ГРОВД, за эти действия приказом ему был объявлен выигрыш, Гробового,
то есть на показания тех, кто организовывал и осуществлял рейдерский захват. Проверки областной прокуратуры дублируют слово в слово выводы районной прокуратуры. Формальный подход к проведению проверок подрывает доверие к власти, разрушает основы конституционного строя России. 20 августа 2007 года арбитражный суд Воронежской области признал правомерными требования Росагрозащиты ко Александровской о возмещении 5,9 миллиона рублей причиненных убытков и 825 тысяч рублей задолженных. Однако, несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу, оно уже 5 лет игнорируется компетентными органами. После выхода первой статьи в газете в отношении меня была развернута широкомасштабная травля. Против меня было возбуждено уголовное дело, растрата арестованного имущества, офисная мебель стоимостью 3000 рублей, которая на балансе общества никогда не состояла. Суд первой инстанции вынес мне оправдательный приговор. Однако 2 марта 2010 года Росошанский районный суд ее отменил и вынес обвинительный. Обвинительный приговор вынесен за рамками срока давности наказания, и это отметила апелляционная инстанция Воронежского областного суда. В настоящее время жалоба в этой связи находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Особую значимость травли придает то, что она проводилась в период выборной кампании марта 2010 года в органы местного самоуправления, когда я баллотировался депутатом в горсовет. Во время судебного процесса я попал в кардиологическое отделение МУЗ Росошанской ЦРБ. Откуда на третий день лечения меня выгнали. 16 декабря 2009 года, когда я должен был сдавать анализы, неожиданно узнаю от лечащего врача о своей выписке, которому я сообщил о плохом самочувствии. На что получил ответ, что это указание свыше, и если оно не будет исполнено, то последует увольнение. Из источников, не вызывающих сомнения в доверии, неизвестно, что давление на медработника было оказано правоохранительными структурами. В этот же день я обратился за получением медпомощи в кардиологический центр имени Пирогова. Прокурорской проверкой не установлен факт отказа мне в медицинской помощи. Эта проверка проводилась без моего участия, а следовательно выводы носят необъективный характер. В этой связи я утверждаю, что мне было отказано в медицинской помощи. В период прохождения лечения в медицинском центре судебные приставы Росошанского РОП, зная о моем отсутствии, пытались проникнуть в дом, где находилась одна несовершеннолетняя дочь. По этому эпизоду проводилась односторонняя формальная проверка. Мои попранные права защищал адвокат Савурин, который 32 года безупречно прослужил в органах МВД, имеет звание полковника, депутат райсовета. В местной газете «Россошь» описывали, как проводился силовой захват депутата с помещениями в камеру изолятора. Судом эти действия признаны незаконными. Нет сомнений в том, что кинули Савурина в зиндан в связи с ее адвокатской деятельностью. Своеобразно в Росошанском районе выполняют свои обязанности судебные приставы. Выражение возбуждено исполнительное производство, иначе как глумлением над законом назвать нельзя. Вне всякого сомнения, что это производство судебных приставов трансформировали в бизнес. По результатам журналистского расследования в газете «Экономика и жизнь в Черноземе» была опубликована статья «Производство черных оборотней». Не прикрывает ли областная служба судебных приставов аферистов от сельского хозяйства? На протяжении ряда лет ОИСТОК Агро информировала, приводя множество фактов, областную службу судебных приставов о нарушении закона об исполнительном производстве. В частности, сообщалось, что 10 единиц автотрактора техники села Первомайское, находящиеся в рабочем состоянии, оценены ниже стоимости металлолома, а площади, с которых убиралась пшеница в 2008 году, количество собранного урожая и цена пшеницы, подлежащей резке, занижены в разы, что подтверждается данными статистики. Фактически судебный пристав уменьшено количество собранной пшеницы на 566 тонн при цене 2,5 рубля за 1 килограмм. В день же выражения черный нал составил свыше 1,5 миллиона рублей, которые по сути были украдены у тех, кто потом и кровью растил урожай. В этой связи заслужит особого внимания позиция заместителя главы Росошанского муниципального района Горбенко, предоставившего судебному приставу Малину справку о севе пшеницы на площади 283 гектара, тогда как фактически она сеялась на площади 600 га. 200 тонн пшеницы, которые все же были арестованы, были переданы на хранение Щеблану, который, как установлено,
вступившую в законную силу решением суда, ее продал. Далее был инициирован процесс банкротства. Введение наблюдательного производства по законодательству влечет приостановление исполнительного производства и тем самым позволяет судебным приставам избежать ответственности за совершенные в процессе исполнительного производства злоупотребления. Вероятно, именно для того, чтобы скрыть злоупотребление судебного пристава Сердюкову, Щебланов направил в суд иск об освобождении от ареста зерна озимой пшеницы. Росошанский районный суд в удовлетворении иска отказал, подтвердив тем самым правомерность наложения ареста на имущество. В ходе судебного заседания также было подтверждено, что Щебланов арестованное зерно самовольно растратил. Таким образом, в основном благодаря действиям должностных лиц Росошанского дела судебных приставов, имущество должника, на которое должно быть обращено взыскание, пусть даже в искусственно заниженном размере, оказалось безвозвратно утраченным. Ранее вынесенные решения о взыскании с должника денежных средств в пользу взыскателей, большинство из которых представляли интересы государства, остались неисполненными, а селяне, находящие на грани выживания, оказались в очередной раз ограблены. Складывается впечатление, что Росошанский рост придерживается лозунга фашистского диктатора Муссолини: «Своим все, остальным по закону». Напомню, я был привлечен к уголовной ответственности за растрату арестованного имущества, офисная мебель стоимостью 3000 рублей, которая на балансе никогда не состояла и по решению суда мне возвращена. О растрате арестованной пшеницы Щеблановым 200 тонн оценка компетентными структурами до настоящего времени так и не дана. Получается, к соблюдению закона можно подходить избирательно, манипулируя им, при этом извлекая доходы. Из вороха хорошо написанных и тщательно выверенных ответов Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области следует: нарушения законодательства нет. Однако по истечении 3 лет службу судебных приставов Росошанского рост признан ряд фактов нарушения законодательства. Только к нарушителям закона нельзя применить наказание, потому что истекли сроки наказания. Подобные, иначе как глумлением и издевательством над законом назвать нельзя. Уместно в этой связи привести слова из выступления на форуме президента России: «Важна не тяжесть кары, а неотвратимость наказания». О какой дисциплинарной ответственности вещают судебные приставы? Получается, что областная служба крышевала незаконные действия подчиненных. Есть необходимость задуматься, самостоятельно ли пошла на столь серьезные нарушения закона судебный пристав Сердюкова, или кто ее благословил на это. Возможно, действия Сердюковой координировались бывшими руководителями Росошанского РОС Вернигоровым и Малиным, в отношении которых областная служба приняла кадровые решения, назначив их на руководящие посты у Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. Бизнес нуждается в расширении. И вот закономерное завершение мотыв компании «Исток Агро» в связи с крышеванием областной службы судебных приставов. В начале ноября 2011 года судебный пристав Малин попался при получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что по инициативе Малина было сфабриковано уголовное дело в отношении меня. 28 мая 2008 года, когда я по своей инициативе находился в Росошанском РОС, мне состоялся разговор с руководителем службы судебных приставов Вернигоровым. Он произнес слова, которые стали реальностью в отношении моей травмы. Указывая на портрет прокурора Воронежской области Шишкина, он сказал, что с помощью его в отношении меня будет возбуждено уголовное дело. В позиции настоящего времени сказано было не пустыми словами. Так, после возбуждения уголовного дела судебные приставы обратились в Росошанский районный суд за получением санкций на обыск моего жилья. В чем им было отказано? Ведь документы, которые предусматривал обыск найти, у меня никто не спрашивал. Напрашивается вывод, что обыск необходим был судебным приставам для того, чтобы подбросить запрещенные законом вещества предметы. В соответствии с национальной стратегией государства за совершенное преступление должна следовать неотвратимость наказания. И в данном случае сложившуюся практику судебных приставов иначе как саботажем закона и указа президента назвать нельзя. По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «Акционерный коммерческий банк Российской Федерации», путем обмана при получении кредитов от имени ОАО «Маслозавод Марьевский» возбуждено уголовное дело. Виновные не установлены. По факту хищения техники
150 тонн масла, принадлежащей ООО «Маслозавод Марьевский», возбуждено уголовное дело. Виновные не установлены. По факту рейдерского захвата собственности Росагродзащита оценка правоохранительных органов так и не дана. Случайно ли, что в этих схемах звучатся одни и те же фамилии – Беличенко и Дужнов? Я привел множество фактов нарушения Конституции Российской Федерации, действующего законодательства, попранные человеческие права, по которым принято решение, смысловое содержание которых напоминает клоунаду и шокирует. Спасибо за внимание.